Аэропорты парализованы, дроны над десятками регионов. Перемирие Путина сорвано. Заявление об ударе по столице. Захват заложников и крупная полицейская операция. Кого удерживают и есть ли пострадавшие, расскажем. В спецслужбах проводят масштабнейшую проверку. Новый внутренний скандал. Что происходит? Досмотрите. Новый пророссийский премьер в ЕС. У Москвы появился шанс снова вмешиваться в дела Брюсселя. Об этих и других самых главных событиях вечеру пятницы 8 мая. Все правильно делаете, досмотрите до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Перемирие Путина оказалось еще более выдуманным, чем единороги и белорусский флот. Продержалось оно всего несколько минут, если вообще начиналось. За ночь оккупанты атаковали территорию Украины ударными дронами. Зафиксировано попадание 11 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых, обломки на 7. Но российские медиа уже обвинили в срыве перемирия Киев, хотя какого-то официального объявления о прекращении огня из Киева не звучало, зато звучали заявления о зеркальном ответе. Только за эти сутки россияне били по периметру всей нашей линии государственной обороны. От Черниговщины до Николаевщины были обстрелы поездов. Это обычные гражданские поезда, никакого военного смысла. Также россияне били по энергетическим объектам и жилым домам. Снова и снова. Украинская позиция максимально прозрачна и честна. Украина будет действовать зеркально. Если бы была тишина, то не было бы и украинских дальнобойных санкций. Под ударами украинских беспилотников оказались сразу несколько регионов и промышленных объектов. В Ярославле атакован НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», город ночью полыхал. Под удар также попали Пермь, где, по сообщениям, снова атаковали местный НПЗ. Ростов, там вспыхнул пожар в районе завода «Эмпилс», а также Таганрог и Батайск. Кроме того, беспилотники атаковали и столицу Чечни. Масштаб налета признает и само Минобороны РФ. Там заявили о 264 сбитых дронах над десятками регионов, от Белгородской и Курской областей до Татарстана, Крыма, Подмосковья, Азовского и Черного морей. Кроме того, продолжают постоянно звучать угрозы в сторону Киева. Становится даже странным, почему на ударе по Москве так настаивают в Москве. Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью, если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет. К тому же в РФ обещают ударить орешником прямо по центру Киева. Так кто тут нацисты? В Кремле решили найти козла отпущения, и им на этот раз стал Ереван. Травля продолжается уже несколько дней. Москва демонстративно дергает Ереван за поводок после его сближения с Европой и контактов с Киевом. В МИД РФ вызвали посла Армении на встречу с замглавой ведомства. Формальный повод – резкое раздражение Кремля из-за того, что Армения, по версии российской стороны, дала трибуну Зеленскому. Что касается визита президента Украины, я уже делал заявление на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины. Сразу перед этим в Ереване прошел первый саммит Армения-ЕС с участием Кошты и фон дер Ляйен. Москва сейчас посылает Еревану толстый намек. Чем дальше Армения уходит в сторону Европы и собственной линии, тем жестче будет политическая реакция России. В Германии захватили заложников в отделении сберкассы в городе Зинциг. По данным полиции, среди удерживаемых как минимум один водитель инкассаторской машины. Правоохранители считают, что внутри банка находятся несколько преступников и несколько заложников. Произошло все утром в центре города в земле Рейнланд-Пфальц. Полиция развернула масштабную операцию и оцепила большую территорию вокруг банка. При этом власти подчеркивают, за пределами зоны оцепления угрозы для жителей на момент записи этого видео нет. Пожар сам по себе опасен, но когда горит то, что и без огня может забирать жизнь и здоровье, это уже катастрофа. В Чернобыльской зоне разгорается масштабный лесной пожар. По данным ГСЧС, утром огонь уже охватил более 1100 гектаров, а сильный ветер продолжает быстро разносить пламя по новым кварталам леса. Ситуацию дополнительно осложняют сухая погода и заминированные участки, из-за которых часть территории вообще невозможно безопасно тушить. Сейчас главная задача спасателей – не дать огню
пойти дальше. В ГСЧС сообщают, что силы брошены на локализацию очагов, создание противопожарных разрывов и сдерживание распространения огня. Авиаудары есть, войны нет. США атаковали иранские порты Кешм и Бандар-Аббас, но в Вашингтоне сразу заявили, это не означает возобновление полномасштабной войны с Ираном. После сообщений об атаках в западной части Тегерана были активированы системы ПВО, а иранские агентства сообщили о серии взрывов в районах ударов. Мы ведем переговоры с иранцами. Вы, наверное, слышали. Сегодня мы провели 3 наших эсминца через довольно серьезные препятствия и как следует их там отделали. Эсминцы никак не пострадали, люди не пострадали, но по нам стреляли. Поэтому мы открыли ответный огонь, и наша огневая мощь была чертовски сильнее их, и мы их просто разнесли. Иран в ответ обвинил США в нарушении перемирия. В Тегеране утверждают, что американские силы атаковали нефтяной танкер «Уджаска», еще одно судно у порта Фуджейра, а также нанесли удары по гражданским районам побережья Бандар-Хамиру, Сирику и острову Кешм. После этого, по версии иранской стороны, вооруженные силы страны атаковали американские военные корабли к востоку от Ормузского пролива и южнее порта Чабахар. В Тегеране заявляют о значительных повреждениях 3 американских эсминцев и их отходе в сторону Оманского моря. Действия США находятся в резком противоречии с заявленными ими целями и привели лишь к усилению напряженности и углублению нестабильности в регионе. Они игнорируют незаконную морскую блокаду, а также нападения на иранские суда и их захват. Эти действия представляют собой существенное нарушение прекращения огня, нарушение запрета на применение силы на море и серьезное посягательство на свободу судоходства. На этом фоне Ормузский пролив снова оказался почти парализован. При этом Иран и США, по данным западных медиа, все еще обсуждают временный план, который мог бы заморозить боевые действия на месяц и открыть пролив для коммерческого судоходства. Но пока вместо разрядки стороны снова обмениваются ударами и обвинениями, а переговоры остаются в подвешенном состоянии. Тем временем в спецслужбах проводят масштабнейшую проверку на вшивость. ФБР назревает новый внутренний скандал вокруг директора бюро Каша Пателя. По данным СМИ, он распорядился проверить на детекторе лжи более 2 десятков нынешних и бывших сотрудников, пытаясь найти источники утечек. Под проверки, как сообщается, попали не только чиновники, но даже люди из его охраны и IT-персонал. Ситуация для самого Пателя выглядит все более токсичной. Источники утверждают, что после серии скандалов, связанных с его поведением и стилем управления, он все сильнее изолируется от верхушки ФБР. За короткий срок своей службы он насобирал уже несколько историй, которые не очень хорошо повлияли на репутацию главы ФБР. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Это можно назвать русофобией, а можно назвать запоздалой реакцией. Международная федерация журналистов окончательно вышвырнула из своих рядов Союз журналистов России. Как сообщил глава этого союза и главный пропагандист России Владимир Соловьев, если с февраля 2023 года речь шла только о заморозке членства, то теперь на Конгрессе в Париже приняли решение о полном исключении. Российскую сторону на Конгресс приглашали, но она решила не участвовать и заранее отправила письмо с объяснениями и претензиями уже к самой федерации. И тут у Москвы быстро нашлась своя ответочка. По данным Шпигель, Кремль отозвал аккредитации у ряда иностранных СМИ на парад 9 мая. В Москве это объяснили тем, что доступ разрешен только российским изданиям. То есть после исключения из международной журналистской структуры, Кремль сам решил еще сильнее закрыться от внешней прессы. Может, чтобы никто не увидел позора на параде. Правда, в Кремле говорят, что это все неправда, и никто никому ничего не запрещал. Верить Кремлю или нет, конечно же, решать вам. Нет, Шпигель дает неверную информацию, ложную информацию. Так мы и можем это констатировать. У нас было очень много заявок от иностранных СМИ на присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограниченная, то ограниченный состав журналистов. Поэтому аккредитованы были и проинформированы аккредитацией те журналисты, которые там будут.
Замена Орбану нашлась. Теперь официально. Премьер-министр сменился, и теперь Болгария становится ближе к Москве, чем к Европе. Как думаете? Парламент 8 мая утвердил новое правительство во главе с бывшим президентом Руменом Радевым, которого давно считают одним из самых пророссийских политиков в болгарской верхушке. За его кандидатуру проголосовали 124 депутата от прогрессивной Болгарии, и после этого новый премьер, министры и вице-премьеры сразу приняли присягу. И с этой высокой трибуны я хотел бы поблагодарить болгарских граждан, которые своим голосованием положили конец политическому кризису. Более того, массовое участие в этих выборах придало необходимую легитимность важнейшему политическому органу страны – Народному собранию, и открыло возможность для его работы – оперативной и эффективной. Радев еще во время президентства не раз делал заявления в духе Кремля, в том числе называл оккупированный Крым российским. Теперь его партия получила уверенное большинство, а значит, у него есть все шансы проводить собственную линию без постоянной оглядки на другие партии, даже те, которые шли с ним вместе. Авиаблокада РФ продолжается. Довольные своим выбором и политически нейтральные россияне стоят в аэропортах вместе с политически активными россиянами и жалуются на то, что им не дают улететь уже более 20 часов. Беспилотник попал в здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону, и после этого 13 аэропортов прекратили использовать по назначению. Прошло уже 20 часов, мы до сих пор не можем вылететь. Мы не спали, да, нас не кормили, воды нам не давали. Шикарный отпуск. Первый день прошел на ура. Более 14 тысяч пассажиров безнадежно застряли. Виной всему этому, конечно же, Украина, но тут доля правды хотя бы есть. Вылеты отменяют или переносят из-за активности дронов, которая стала возможной благодаря победному шествию российской армии. И напоследок Лавров, который говорит об опыте Гитлера, который якобы собираются повторить. В Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников и готовить очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью нанести ей стратегическое поражение. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами уже утром.